для мужчин и женщин, чего вы не замечаете. Онлайн-гадание на картах Таро сегодня, которое проведет для вас таролог Алехандро, служит для того, чтобы вы получили подсказки, инсайты, советы высших сил на ситуацию в любой сфере жизни. Возможно, посмотрели на нее по-другому, но, возможно, нашли какой-то выход и, может быть, приняли решение действовать как-то по-другому или, наоборот, сохранить тот алгоритм действий в той ситуации, в которой вы находитесь. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свою ситуацию, поскольку расклад Таро сегодня общий. Он может резонировать не со всеми, но может резонировать в каких-то отдельных частях, поэтому его лучше просмотреть от начала до конца. Так, друзья, по традиции начнем с вашей ситуации и с того, кто пришел на расклад. Давайте посмотрим, что вам важно знать прямо сейчас. И также посмотрим, чего вы не замечаете. Чего вы не замечаете. Чего вы не замечаете. Но не замечаете вы потерь. Что-то теряете. И, может быть, не замечаете какого-то человека не очень хорошего в вашем окружении. Кто-то, может, что-то ворует у вас. Говорит неправду. Ну, в общем, крыс не замечаете, да? Может, мыши, крысы завелись, да? Где-то в своем доме живете, а их не замечаете. Но следы чувствуете или видите следы, да? Мыши, крысы, они оставляют следы. Карта не очень хорошая, поэтому будем смотреть. Может быть, как и диагностика негатива сработает, а может, посмотрим, просто кого-то найдем в вашем окружении. Но, тем не менее, что-то не очень хорошее происходит, вы уже не замечаете, да? Паразит. Плохая опять карта идет. Можете не замечать, кстати, вот о классике психологии плохих мыслей. Они или плохой какой-то навязчивые мысли, нехорошие навязчивые мысли. Но, тем не менее, это могут быть и паразиты. Люди, которые живут за счет вас, вокруг вас, пользуются вашим доверием, вашим ресурсом. Прежде всего, паразит — это ресурсная, ресурсопотребляющая карта. Человека или энергии, которые разрушают вас, приносят вам вред. Можете не замечать подселенца внутри себя или вообще какую-то сущность или явление, которое сосет из вас энергию или пользуется в этой ситуации своей выгодой. Вот паразит. Ну и крыса — это все равно то, что забирает тайно что-то. Но амазонкой может быть ваша соперница, если вы женщина. Да, и если вы мужчина, может какая-то женщина сосет из вас энергию и не является для вас другом. Если вы узнаете в этой карте себя как женщину, то вы человек, который может бросить вызов группе лиц. Ведете борьбу с какой-то ситуацией или в какой-то ситуации, которая вам, ну так, дорого обходится, как минимум, и стоит много сил, да? Немножко еще потусуем. А вы можете написать: амазонка — это ваша соперница или это вы? Ну, если вы напишите: я амазонка. Или да, есть соперница. А что ж, сегодня такое прям темные карты падают. Паук. Но смотрите, вы в каких-то сетях, в какой-то ловушке. В семье происходит что-то неладное, может быть, такая. Прям, может быть, паучья магия. А здесь, если вы чувствуете влияние соперницы, и тогда эта паучья магия прям сосет из вас силы, и вы будете терять вес. Тут потери идут, теряете вес. Могут быть мороки, если чувствуете, что, ну, прям плохое состояние головы,
дела прям у вас там, запутываетесь постоянно в каких-то обстоятельствах, может быть это. Но все равно стремитесь вы к успеху, к прорыву какому-то, к выходу из этой ситуации. Вы, как бы, знаете, как бы попали в череду каких-то нехороших обстоятельств и пытаетесь вырваться. Ситуация может быть тяжелая с мужчиной. Мужчина может быть возле вас не очень хороший, Альфонс может быть. Почему? Потому что две карты прям плохие и паук. Но могут быть и вообще, смотрите по ситуации еще, может быть такое, что вы боретесь за мужчину, в отношениях с мужчиной, с которым запутались. И может быть у мужчины дела обстоят не очень хорошо, возле него может быть не очень такая хорошая прям женщина, которая либо сбивает вас и его с пути в отношениях, либо пытается жить за счет мужчины и за счет вас. То есть есть третий, может быть треугольник, здесь крысы и паразит. И вот если бы его и ее тут не было, да, этого третьего, то было бы и хорошо. Ну, хорошо. Да пока ничего хорошего тут. Хорошо. Что за крыса? Кто за крыса? Что за крыса? Кто за крыса, да? Крыса вас останавливает. Крыса вас отягощает. И крысой может быть мужчина. Но крыса может и перекрывать путь к мужчине. Тут уже смотрите по своей ситуации, опять-таки. Дальше. Крыса 35, да, и 23. Что за паразит? В чем паразит? То есть, как происходит утечка энергии и на чем паразитирует? Крыса забирает время. Паразит забирает время. Паразит забирает здоровье, силы, жизнь. Это может быть крадник. И это может быть хроническим препятствием на пути к цели, к открытым дорогам. А это могут быть негативные родовые программы ваши по линии отца. Потому что мужчина, тут мужчина, якорь. Если вы женщина и вы долго не можете выйти из одиночества, запутываетесь в отношениях с мужчиной, это могут быть родовые программы отца, особенно если с отцом были какие-то крайние виды отношений, от очень хороших до очень простых. То есть, если отец не был нейтральным в ваших отношениях и рано ушел из них, рано просто. Это прошлое, это будущее. Да? То есть он в прошлом уже. Что за амазонка? Амазонка связана с... Боже, как он... Хотел сказать День Святого Валентина, но это не день. Ой. Постоянно я... Хэллоуин, с Хэллоуином. Амазонка-то не очень светлая. То есть, если у вас соперница, то это темная соперница. А если вы, то у вас что-то связано с Хэллоуином. Не знаю. У меня постоянно выпадает эта карта что-то в этой колоде. Почему так? Ну, высшим силам ведомо, да? Ну, это темная колода больше. Хотя тут хватает светлых моментов. И в вашей жизни хватает светлых моментов. Ну, какая-то печать Хэллоуина есть на этой амазонке. И неважно, кто вы в этом раскладе. Она или это ваша соперница. Вы уже напишите, к чему этот Хэллоуин. Это 31 октября или, ну, вообще октябрь месяц вашей жизни или осень. Да, видите, метла и паук. Дело нечистое. Вся эта ситуация вам мешает. От нее лучше избавляться. С ней желательно быть, как говорится, осторожным. Осторожным. Это нечистые силы и это нехорошее влияние. Нет у вас в жизни стабильности, как минимум. И эта стабильность, как пламя свечи, да, оно, если мерцающее, это пламя, хотя, смотрите, пламя свечи
ровненькая, хорошо. Может, налаживаться будет. Видите? Я вам еще так скажу. Кто-то вас обманывает. Эти крысы и паразиты пользуются информацией. Манипулируют информацией. По отношению к мужчине. По отношению к вашим делам в перспективе. Ну, больше всего, конечно, тогда это будет соперница какая-то. В центре она. И вот это вот Самайн и метла и письмо, эти информации, это могли быть темные заклинания. Ну, темные заклинания в вашем направлении. Тут может быть как диагностика на негатив, но ее, конечно, на общем смотрите свое, что вас связывает с этими аспектами. Могли быть обряды, ритуалы, направленные на мужчину, если у вас мужчина ушел после Самайна, после Хэллоуина, то это дела рук соперницы. Или он ушел к ней, да, как бы она его к себе темными заклинаниями и привязала. Но вам, получается, нужно искать как бы свои заклинания здесь, свои печати. Печати должны быть сняты, разорваны, разбиты печати эти. То есть будет какая-то разбитая печать или своя печать на новый путь. Давайте посмотрим, что в прошлом у вас по судьбе. Пройдемся, какие тайны есть. Ну, смотрите, с отцом травма у вас может быть связана. И боль в позвоночнике, боль в спине. Вам с прошлого или из-за прошлого может кто-то мстить. Это травма. Но почему месть? Потому что крысы и паразит. Может быть хроническая какая-то болезнь в прошлом и из прошлого. Прям смотри, какие плохие карты, да, идут. Страхи. Здесь у вас страх может быть паразитом вашим, кстати. Паразит, свеча. И могут быть, знаете, вот эти навязчивые паранойи, да, навязчивые идеи. Страшит вас что-то, и оно... Этот страх, он у вас в вас травмой. Испуг может быть. Це українською переляк. Может быть, кто-то страхом забрал у вас что-то. Или этот страх и есть травма, и он не дает идти вперед. Травмы прошлого и страхи из прошлого мешают вашим отношениям и привлечению свидания. Ну, тут прям карта свидания. И привлечение в новую жизнь чего-то хорошего. Ну, как минимум, это как бы вот эти страхи и травмы, это закрытая дорога. Вы очень сильно боитесь. Прям Хэллоуин, как бы темные силы стоят на пороге. Или у вас, как у амазонки. Но амазонки вообще ничего не боятся, так честно говоря. Если вы станете амазонкой вдруг, напишите мне, хочу стать амазонкой. Ну, хочу быть, да, или намереваюсь стать амазонкой, то может это как-то вот повлияет, уже начнет влиять, да, то есть хотя бы декларация намерения на свечу. Угу. Ну, а может кто-то после свидания вам прям там вонзил нож в спину, а оно теперь страхом. Вы знаете, у вас какое-то прям в прошлом проблема в личной жизни, в отношениях, в семье. Кто-то либо вас отсек путем прямо морока какого-то. Смотрите, диагональ морока появляется. Прям диагональ морока. Надо будет на рунах сейчас проверить эту диагональ. Сейчас посмотрим ее. Диагональ морока. Связанная с счастьем, с мужчиной. У меня такое вообще, как будто вам кольцо подарили.
А потом... А ну давай, а потом... Что потом? Чтоб творить совместное зло потом. Поделиться приехали опытом, да? А потом опять пилина. У вас закрытая прям дорога, к счастью. Могли украсть судьбу. Счастливую. Это может быть сестра. Может быть. Тут, смотрите, тут общий расклад. Очень и очень тонко подходите к своей ситуации. Вы сами знаете, кто это. Вы, сестра. Даже может быть мать. Если у матери бывают разные мамы, там не спешите кидать сюда какие-то предметы, да, плохие. Бывают вот в судьбе вот очень такая темная. Или мать не пускала на свидание. Прям как будто, может быть, завидовала. Или женщина какая-то завидовала. Говорила: ой, я тебе белой завистью завидую. Вот она, ваша белая зависть. Давайте проверим диагональ этой, темную диагональ. Давайте на паука выложим. На паука выложим руну. Раз. Первое. Раз. На Самейн или на Хэллоуин. Два. И на страхи. Угу. Давайте начнем с паука. Паук — это вообще хозяин ситуации. Или хозяйка. Судьба здесь. Страдания. Вы как бы застряли в страданиях. Что-то повлияло на судьбу. Но и судьбу могли украсть. Помните, я говорил? Вот это мне пришло еще до того, как я даже руну эту извлек. Оно как дополнение пришло. Но оно здесь, может быть, как бы повлияло сильно на судьбу. Это не обязательно судьбу украли. Но просто очень сильно отяготило судьбу, видите? Хорошо, что в Хэллоуин-то произошло? Ну, лапка птицы или тисовое дерево, но вообще вас лишили покровительства высших сил по сути. Ну, была какая-то борьба светлого с темным. Руна в прямом положении. Все две руны в прямом. Ну, вроде как дело поправимо, вроде бы. Мужчина перевернулся. Может быть, отвернулся. Сбит был курс. Вот он курс. Отягощен был курс. Удержание произошло. Это вообще руна. Она ассоциативна. Ну, она близка к повешенному. А вот он повешенный и висит. И висит он как будто бы на тисовом дереве. Смотрите, что произошло в Хэллоуин, в Самайн. Вы очень сильно испугались. По поводу повешенного. Мог кто-то повесить вас. Могли делать вашу куклу, вешать, подвешивать. Могли тыкать в нее иглами, это все-таки мечи, иглы, в голову. Останавливать вас и могли перевернуть в судьбу отношений. Судьбу отношений морок делали. Здесь нечистое идет. Мог повеситься мужчина в вашей судьбе в прошлом. Ну, тут повешенный в прошлом больше. Все равно он как бы вроде бы как в ближнем будущем, но он как бы недавно, по сути, и он происходит еще, да, как бы этот повешенный, по сути, он влияет на судьбу, и если висельник есть в вашей семье, он или еще влияет, или влиял. Ну, вы могли уже делать чистки по висельнику, начинать снимать с себя его. Тогда он, как бы теряет влияние. Потому что тис прямой выпадает, как бы ослабевает, проходит его влияние, уходит, но имеет еще какую-то силу, значение, да. В чем суть диагонали паука и страхов? Ситуация из прошлого, она отложила печать
поставила печать, точнее, на то, как вы двигаетесь вперед в отношениях все-таки. И с мужчиной у вас не складываются курсы, вы не можете даже на свидание пойти нормально, да, или объединиться с этим мужчиной так, чтобы увидеть в его глазах свет. Вы вот или в глаза не можете смотреть друг другу, или не видите в глазах огня, именно вот этого вот огня. Как будто бы за деревом тень на зрачки падает. Вот почему-то такое рождается. Ну окей. Давайте посмотрим, что может помочь преодолеть эту травму. Кто, как вот. Как ее лечить, какой эликсир, да. Лечение. А помощь высших сил вам нужна. А вот она, в центре. Давайте руну достанем. Как, чем могут помочь высшие силы? Знаете, здесь радость. Прям радость. Во-первых, вам могут помочь светлые силы. Ой, прыгающая руна, да? Светлые. Почему светлые? Потому что в центре Алгис. Прекрасно. Лапка. Рисуйте себе лапку. Сюда. Вот так. Рисуйте ее вот так вот. Вот. Вот так. Если нарисовали, поставьте на паузу, нарисуйте Алгис. И опять отмотайте назад. И смотрите, если у вас сейчас тепло, вам эта руна помогает. Она уже работает как заклинание. Окей. Вам нужна позитивная психология. Она вам будет помогать. Даже в магии она будет помогать. Потому что психология это, знаете, как приемный кабинет в мир магии. Да, вот так. Ну и помощь высших сил. То есть сами вы выгребете, ну, вырулите, конечно. Но, может быть, не в этой жизни, не с вашим позвоночником, не с вашими энергетическими узлами. Вам медитации, вам техники подходят и будут подходить в перспективе. То есть вам высшие силы помогут, вам они флажок дают и говорят: эй, висящий, эй, повешенный, эй, запутавшийся в паутине. Тебе к нам, к светлым. Дальше давайте смотреть. Страхи, да? Видите, как бы вот диагональ, которая разделяет ваше болезненное прошлое и ваше будущее, в котором вам нужно преодолеть морок или преодолеть страх перед мороком. Окей? Напишите, я понимаю эту руну Вуньё и эту помощь силы. Я принимаю Вуньё, принимаю радость, помощь и радуюсь помощи высших сил. Вот так вот нужно сформулировать, скорее мне почему-то идет. Я радостно принимаю помощь высших сил. Вот так вот. О, мне так легко сейчас. Если вам легко, то пишите. И вам еще нужно написать декларацию: я принимаю помощь рода. Я вам скажу так. Кто-то из родственников у вас паразит все-таки. Но как минимум род, он за вас здесь. И что-то в роду с отцом у вас перевернуто. Такое ощущение, что то ли вы не хотели слушать отца. Голова и мужчина. У вас прям мужчина в голове, и вам от этого мужчины в голове больно. Ну, вам сейчас от меня может быть больно. Я же сейчас мужчина в вашей голове. Но я-то выйду. А вы, может быть, сейчас это ощущаете, поскольку вы в этом состоянии, где вы в потоке тоже находитесь. Понимаете? Напишите мне. Вам поможет родственник или человек, родная душа. Смотрите. Эта карта и плохая, и хорошая одновременно может быть. В будущем привязка – это соединение. А вы стремитесь как бы к соединению как минимум своего мира.
или к единению мира, или к целостности мира. Но вот эта привязка к боли, и она якорь. Вот это вот диагональ у вас. Видите, привязка к браку. Влияние прошлого может быть и хорошим, и плохим. Хорошее дает вам род, Плохое дает вам боль, связанная с мужчиной в прошлом. Это может быть все-таки и отец, и прошлые отношения. Если вдруг мужчина пошел не тем путем, ушел, его там запутали, то это может мешать идти вперед в новые отношения. Но и все равно новые отношения у вас еще возможны. Не знаю, какие вы там кресты там поставили на себе еще. Здесь Алгис, здесь все будет хорошо у вас. Если будете делать обряды, ритуалы, делайте их на руну Алгис. Запомните это. Неважно, у кого вы будете это делать. Да. Все вокруг кольца, все по кольцу ходит, смотрите. Паук — это круги, всегда сеть, да? Метла кружит, пыль поднимается. Здесь кольцо круги, а здесь водоворот. Вот это вот водоворот мог быть черный приворот. Он просто здесь фоном идет. Черный приворот мог быть. И может быть черный приворот. Отливка может вам помочь спасти, очистить. Если вы уже это делаете сейчас, это знак вам. Вот кто делает чистки, отливки, льет воском, напишите. И тоже не важно, если вы у меня льете или у кого-то льете, это вам может помогать. Давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Мне почему-то пришло крысы. Проверим крыс, паразитов. Сейчас все темные карты проверим. На крысу выложим руну. Ой-ой-ой, перевернутые Эвос вам закрывают дороги, пути. И вообще это именно само движение. Видите, у вас движение прямо. Перекрыто движение, поэтому у вас потеря в движении. Перевернутый мужчина это и есть повешенный, если есть висельник в семье. Вы об этом можете даже не знать. Вы поинтересуйтесь у родителей, у бабушек, у дедушек, есть ли висельники, да? Если висельник есть, особенно если повесился на дереве, это на дереве. Висельники, они по-разному вешаются, да, кто там на трубе, на карнизе, там такое. А этот именно на дереве в прошлом висящий. Или есть мужчина, который погиб в автокатастрофе. Вот он может нехорошо влиять на род ваш, на вашу судьбу. Имейте это в виду. Хорошо, дальше. Что за паразит такой? Какие энергии от него идут? Здесь Фэхум. Смотрите, он как минимум блокирует финансы ваши. Этот паразит. Успех. Имущество. Это может быть и крадник, как предмет. И смотрите, если вы сохнете все-таки, больше сохнете, именно вот теряете вес. Вот это он. Но смотрите, если у вас прямо, вы уж прямо сильно набрали, тогда это может быть как зеркало. Дальше. Метла.
Здесь Ярь, и она прямая. Но это просто очень сильное что-то. Просто энергия идет, сильная энергия. Тут потери сил идут, и это сильное воздействие. Больше я ничего здесь не додам. Давайте вот эти ножи проверим. Эту травму. Знаете, эта травма вообще убивающая. Это все-таки речь и о покойнике. И это нестерпимая боль. Как ни крути. Видите, я как ни кручу эту руну. То, что я сказал изначально, эта травма такая сильная-сильная. Хагалас. Боль, разрушение, лед. Это даже, знаете, как будто онемение. Травмы позвоночника. Нестерпимая боль, страдания. Могли, знаете, как будто бы у меня что-то такое ощущение сейчас. Почему-то идет, что вас как будто бы обвиняют, или вы обвиняете себя, может быть. Вините за то, что кто-то покончил жизнь или не с вами. В общем, такое. Вот это тоже нужно убирать. Оно не нужно вам. Вот эта привязка, это о чем? Могли же вас привязать к чужой судьбе или к чужой вине, да? И хорошая, и плохая все-таки опять. Это женский, это рождение. Еще тут такое, знаете, если вы вдруг родились после того, кто умер, вы можете быть, как будто бы проживать не свою судьбу. Я возвращусь еще раз к этому. Здесь еще может быть коррекция родовой программы. Если особенно вы себя вините постоянно, то тут вот эта женская руна, и вы женщина. Тут, знаете, как вы как конкурентка матери будете по поводу ваших и ее отношений с отцом, неудачных или каких-то дел вообще, даже обсуждения рождения. Вы могли родиться позже, уже, да, вот получается, после того, как у них какие-то были моменты с зачатием, с рождением и судьбой ребенка, который был перед вами. Сестры или не родившейся сестры. Или брата, не родившегося брата. Понимаете, вот я об этом. Это утроба, это тайна рождения. И оно связано. Близнец, может быть, двойня была, вы знаете, не знаете вот этого момента. Но если у вас там близнячка есть, то там надо ковыряться в этих моментах. Но это выход из мешка, это выход из ситуации. Все равно. Даже через проблемы, вертикаль проблемная, у вас, как бы, знаете, вот в отношениях постоянно закручивается что-то, и оно потом как обмороченное, как бы закрывается. В воске обычно закрывают. Закрывают проблемы, закрывают темное что-то. И вот оно темное из темноты выходит, закрывается в воске. Тут у меня, знаете, идет такой поток, как будто бы привязка к проблемам прошлого будет закручена водой через воду на воск. Тут вас ждет как будто бы в будущем обряд, светлый обряд, в котором будет родовые программы встанут на место. Вы избавитесь как минимум от таинств вашего рождения и какой-то очень-очень темной, проблемной родовой программы, связанной с отцом больше, но мать, скорее всего, хранит эту тайну. Вот это хранить, это жрица, по сути. Понимаете? Она хранит тайну. И вот так эту тайну она не отдает. У вас даже могут быть проблемы, если женщина по-женски, и проблемы с зачатием. Вот здесь. И они могут проработаться благодаря вот этой энергии. Вот эта энергия Яри, энергия зачатия вообще, энергия осеменения, оплодотворения. И она может быть не очень светлая. Она сильная, но не светлая. Потому что прямые руны в темных картах, в темных секторах.
и водоворот. Личность, видите? Как минимум ваша личность выйдет на свет. Но имеет шанс такой пока что еще. Она может еще и глубже опускаться в нижние миры. Но учитывая то, что руны в основном все прямые, смотрите, всего 2 перевернутых. У вас есть шанс выйти наверх. Как минимум поправить ситуацию, закрыть все зло, словить зло в воск. Вам отливки нужно делать. Это вообще расклад про отливки. Паразит, Самайн, кольцо, отливка. Паразит будет пойман физически в отливку. Давайте посмотрим, что в отливку уйдет. Вот она пелена. И вот он морок, да? Да он просто сгорит в отливке. И что уйдет? Уйдет мощная энергия. Но здесь пелена уйдет как прозрение. И возможно будет прозрение. Просто откроется свет. Больше тут не надо ничего добавлять. Это высшие силы. Уйдет тьма, придет свет. То есть только отливка может показать вам что-то. Да? Окей. Мы сейчас тогда сделаем с вами. Я зажгу свечу и возьму воду. Давайте сделаем такую отливку, но не на воду, а на миску. Давайте посмотрим, что проявится. Что проявится. Что проявится. Что проявится. Проявится повешенный. Перевернутый ребенок. Проявится ребенок, который не родился, и проявится повешенный. На воске. На воске вижу повешенного. Перевернутого ребенка. И проявится пара, и древо вырастет из него. И вы сможете друг другу в глаза смотреть и друг друга обнять. Вы сможете принять то долгое расставание. И неисполненные обещания растают, как весенняя вода. Горит все. Растопится сердце, и ото льда оно освободится. Огнем все здесь освободится. Смотрите, воск полностью растаял. Происходит чудо. Настоящее чудо. Воск не застывает. Священным огнем соло путь открывает. И не застывает воск в воде. И не успевает остыть портал. Откроется через воск портал, закрытый, который долго вам вперед идти в отношениях не отдавал, из водоворота темных событий прошлого не отпускал. Огонь просто воск стоит и не стынет, смотрите. Смотрите, если он еще загорится, это вообще чудо приключится, но
Здесь дело не в том, что на воске, что в нем. И он остывает, но не успевает остыть. Ключ, замок, язык, амен. Воск все сделает за вас. Сейчас загадывайте желание. Потом поставите на паузу и напишите, что вы загадали. Но я когда выливал его, когда открылся воск, я увидел там, как будто бы ребенок рождается. Успел. Но он мне как бы шел как рождение, как будто бы он выходит из утробы и как повешенный. То есть я и повешенного увидел здесь. Здесь может быть висельник или жертва. Может быть, это жертва аборта, да, то есть кто-то, перед вами был, да, как убитый родителями, да. Убитый, давайте так его назовем, да, жертва решения родителей. И сейчас я вам покажу воск, и вы пробуете в нем увидеть свое, а вы потом напишите мне, что вы видите. Почему без воды? А нам вода бы и помешала бы водоворот этот делать. И здесь почему-то мне идет после этого расклада тайна вашего рождения. Здесь купель, здесь привязка, что-то связано как минимум с тем родственником, который был или с вами параллельно, или перед вами в утробе матери, или что-то связано с отцом и мужчиной, который был в прошлом, и женщиной, которая могла быть между вами, и событиями, связанными на Хэллоуин. Мира вам и вашему миру, берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. И да, пусть силы света растопят воск и откроют вам путь из мешка к рождению нового света. Сегодня Апертра очень хорошая руна. Этот расклад включает и активирует энергии к вашему освобождению вашей личности из цикла и водоворота, и паутины событий нечистых, освобождает и приоткрывает дороги, дает силы и облегчение, избавление, страдания и кармических узлов и родовых программ. Ключ, замок, мова. Амен. Слава Святому Духу. До зустрічі. Па-па.